Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на декабрь 2022 года. Работать я сегодня буду с колодами Таро Аркане и Ленорман Золотой Нити. Именно эти инструменты помогут нам подытожить, посмотреть, с чем вы завершаете этот сложный период и с чем вы будете входить в наступающий год. Начнем, не будем оттягивать. Смотрим с вами общая энергия месяца, а также событийный ряд, который вас ожидает в работе, финансах, вопросах здоровья, личной жизни. Запросим у карт рекомендацию и на Ленорман будем смотреть неожиданность. Итак, общие энергии. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Приступим. Итак, общая энергия месяца. У вас замечательная карта. У вас здесь ложится туз пентаклей, туз камней. Новое начало, новый старт, новые перспективы. Во многом для вас это будут перспективы улучшения финансового фона, приобретения чего-то важного, значимого, серьезные вложения ваших денежных средств, получение материальной помощи, поддержки, для кого-то возврат долга, либо это в принципе, знаете, может быть получение наследства или новый источник дохода, или просто финансовая поддержка от друзей, близких, знакомых. То есть у каждого здесь отыграется это по-разному. Ну а в целом это как новый старт, новые возможности, новые перспективы. И если смотреть, у вас здесь падает еще паж камней, то это новый опыт, это знания, которые вы можете монетизировать, это те навыки, которые вам позволят чувствовать себя лучше. Это вкладываться в обучение, как себя, так и своих детей, может быть, внуков. То есть те вложения, которые в обязательном порядке дадут вам результат. Поэтому если вы планировали посетить какие-то курсы, мастер-классы, пойти получить второе, третье образование, самое время. То есть не откладывайте, не оттягивайте, потому что будете довольны. Вопросы работы. У вас здесь падает двойка ко мне, у вас прямо, не знаю, одни пентаклевые карты. Это ловить возможности, это лавировать между несколькими вариантами. То есть, например, вы можете работать на двух работах или работать на текущей работе и пытаться раскрыть свой потенциал через какое-то хобби, увлечение, монетизировать его. Или вообще уйти в фриланс, да, и работать одновременно на несколько предприятий. То есть у каждого здесь это зовется по-разному. Но то, что карты вам дают и вообще Вселенная такие перспективы, это само по себе уже хорошо. Посмотрим ситуацию для тех, кто у нас не работает и по ряду причин работать не может. То есть вы домохозяйка, либо вы в декрете, может быть, вы студент или неработающий пенсионер. Тройка пентаклей, видите, все равно, вот при вас карты, у вас все пентаклевые арканы. Стабильность и материальная, это во главе угла. Даже если вы не работаете, у вас будет масса бытовых обязанностей, но помимо всего прочего, повторюсь, это получение опыта, навыков, какие-то курсы, мастер-классы, которые вам позволят зарабатывать хотя бы периодически. Это может быть не постоянный источник дохода, но тем не менее, который, знаете, я говорю, будет вас греть время от времени. Если вы у нас в статусе соискателя по аркану Шут, новая работа, радость, довольство от того, что вы получаете работу мечты, от того, что вы получаете результат ваших усилий, ваших вложений. Поэтому здесь однозначно трудоустройство, причем действительно работа, которая воодушевляет, мотивирует. А если у вас свой собственный бизнес, то это стабильность, это процветание, это здесь по ситуации обретение, может быть, нового бизнес-партнера, либо инвестора, который поможет развиться вашему детищу, вашему предприятию, и более того, прибыль, которую вы, знаете, как не только сохраняете, которую вы приумножаете, потому что император карта у нас контроля, всевластия, возможностей и изобильного финансового потока. Финансы. Вот у нас здесь ложится паж огня. Это ситуация, когда деньги, по сути, быстро приходят и быстро уходят. Вы можете их тратить на свои увлечения, тратить на детей. Но знаете, самое главное, деньги здесь по этой карте работают, потому что активное продвижение энергии по вашему финансовому каналу. То есть здесь, конечно же, у вас может быть и много трат, много расходов,
но уровень доходов будет покрывать все эти нюансы. Поэтому беспокоиться вам здесь не о чем. Если смотреть вопросы здоровья, у нас здесь ложится аркан Мир. Это прилив энергии, это приток сил, это вопросы обновления, очищения, детоксикации. Это замечательное физическое здоровье. Это прекрасное эмоциональное и духовное самочувствие. Еще по этому аркану для кого-то это выйти на новый цикл. То есть завершение болезни, это вопросы исцеления. Для женщин часто карта может указывать на ситуацию разродиться, то есть войти в новый статус, в новую ипостась. Но ситуация здесь прекрасна. А вот вопросы личной жизни здесь по королеве мечей оставляют желать лучшего. Сама по себе карта, естественно, у нас карта двора, которая указывает для мужчин чаще всего на взаимодействие с женщиной воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. Ну а в целом, если не брать какую-то конкретную персону, то аркан характеризует ситуацию холодности, осуждения, критики с вашей стороны по отношению к партнеру или партнерше. Может быть отречение от отношений, некое дистанцирование с целью разобраться в том, а есть ли у вас чувство к человеку, а хотите ли вы продолжение отношений, или хотите вы построение отношений, то есть с кем-то знакомиться и пытаться строить какой-то союз. Давайте смотреть. Итак, для тех, кто у нас с вами свободен. Здесь, как мы видим, по тузу огня, карта, которая указывает для мужчин, это как новый потенциал, новое знакомство, это воодушевление, но могу сказать так, девушка вас здесь может динамить, несколько будет такая вот дистанция. Для женщин эта связка и совокупность арканов указывает, что кто-то по отношению к вам будет проявляться, гореть эмоциями, а у вас пусто. У вас холодно, знаете, как, не цепляет вас человек, который к вам проявляется. Вы, конечно, будете чисто по-женски принимать это внимание, потому что вам будет приятно, но я не вижу отклика в вашей душе. Если вы в любовных треугольниках, то по аркану жрица так и сохранится этот формат тайной связи, этих отношений, но вы будете заниматься вопросами самокопания, потому что здесь уже, знаете, как говорю, несколько остываете. И будете пытаться разбираться с тем, нужен ли вам этот союз, что вам дает эта связь, и стоит ли вообще открывать карты. Если вы в стабильных отношениях, то по семерке воздуха, семерка мечей, здесь может быть, знаете, как взросшенная обида, потому что может идти предательство со стороны партнера или партнерши, обман. И не обязательно это вопрос любовного треугольника, это может быть обман, нечестность, неискренность в бытовых аспектах, в мелочах, или там в финансах, или просто сокрытие какой-то информации от вас. Потому что, видите, вот здесь у нас ложится шестерка воздуха, это карта информации, карта движения. То есть вы могли даже не запрашивать какую-то информацию, но вам в руки могли попасть документы, переписка, либо вы могли услышать какой-то звонок, какую-то информацию. И повторюсь, здесь речь не о вопросах изменах, это просто о вопросах нечестности и неискренности по отношению к вам, в каких-то нюансах, но для вас это будет значимо. И как следствие, видите, закрытость, эмоциональное отчуждение, попытки разобраться в этой ситуации. И если смотреть советы и рекомендации, у нас здесь ложится королева камней, или она же королева пентаклей. Посмотрите, у вас почти вся эта часть, это пентаклевая. Так вот, рекомендация, как бы это банально не прозвучало, это думать о себе, думать о стабильности, думать о материальном, о зоне комфорта, о ресурсах, которые вы можете сохранить и приумножить, о вложениях в себя. Для мужчин это может быть попытки завоевать женщину с материальной точки зрения, то есть какие-то подарки, подношения. Для женщин это акцентировать внимание на своей стабильности, не циклиться на каких-то неудачах, а циклиться на себе, на своей зоне комфорта. Потому что для вас это сейчас как никогда крайне важно и крайне значимо. Но вообще, конечно же, сама по себе королева пентаклей с точки зрения совета и рекомендаций – это грамотное выстраивание взаимоотношений женщины земной стихии, Телец, Дева или Козерог. Женщина может быть замужняя, статусная, она может вам оказать помощь, поддержку, подсказать, направить, порекомендовать. То есть, знаете, это как содействие, которое дорогого стоит. И вам действительно нужно будет прислушаться к этой даме. А мы с вами посмотрим неожиданность этого периода, что у вас здесь, какова ситуация.
Так, плетки, тучи и башня. Переживания, конфликты, стресс. Дно колоды, видите, лиса. Из-за ситуации хитрости или обмана, который может происходить. Вот смотрите, сейчас покажу вам по картам. Если смотреть по этим арканам, это попытки обойти какие-то законы, ограничения. В первую очередь, допустим, налогообложение, да, сокрытие доходов, легализацию каких-то дел, то есть это будет на повестке дня. Второй момент, это в принципе может быть ситуация конфликта и отчуждения из-за какой-то сокрытой информации. Причем, повторюсь, это вот чаще всего здесь у вас отыгрываться будет по личной жизни. Поэтому споры, самоедство, выяснение взаимоотношений, отдаление. Но это делается все для того, чтобы вывести человека на чистую воду. Ну и как следствие закрыть свои переживания и все то, что вас так длительный период терзало. Вот такой вот месяц. Непростой. Знаковым он у вас будет. Видите, особенно в плане состояния здоровья. Но и в целом карты вам говорят о новых возможностях. Делайте акцент на свои ресурсы, на развитие, на стабилизацию финансового положения и на приумножение ваших ресурсов. А наши ресурсы – это и здоровье, и финансы. Поэтому вот такие рекомендации вам от карт. Легкого вам старта, нового цикла жизни. Пусть у вас все непременным образом получается. И для вас, как говорится, работает только в лучшем ключе. А я от вас буду ждать обратной связи по прошествию этого периода. Поэтому не забывайте черкнуть пару строк. Если видео для вас было полезным, то ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал. Я же вас благодарю за внимание и до новых встреч.